Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о вещах, которые нельзя ни в коем случае приносить в дом. Что это за вещи и почему мы считаем, что эти вещи нельзя приносить в дом, какую они несут информацию и энергетику, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому действительно эта информация будет полезна и важна. Итак, вещи, которые нельзя приносить в дом. В нашей жизни случается так, что вдруг ни с того ни с сего проблемы настигают нас. Итак, одна за другой идет проблема, у нас все начинает валиться с рук, и нас постоянно преследует, вы знаете, вот какое-то подавленное настроение, наступает депрессия. И мы начинаем винить во всем себя или те обстоятельства, которые происходят вокруг нас. Однако в некоторых ситуациях нужно просто осмотреть место, где вы живете. Потому что существуют предметы, вещи, которые приносят в дом беды и неудачи. И мы своими руками это сами и делаем. Что же это за вещи? Ну, во-первых, это искусственные цветы, которые вам вдруг где-то понравились. Это могут быть подаренные кем-то искусственные цветы или взятые у друзей. Помните, такие цветы искусственные не рекомендуется приносить к себе в дом, потому что неживые растения не могут наполнить ваш дом положительной энергией. На то они и искусственные цветы. Они несут застой и забвение. Тем более не стоит приносить в дом цветы, которые долгое время стояли, например, дома у кого-то. Это может нанести вред вашему финансовому благополучию и снизить приток денег в вашу жизнь. Далее не приносите в дом старые и поношенные вещи. Перед тем, как принести в дом старые и поношенные вещи, лучше 100 раз подумать. Ведь покупая джинсы или, например, кофту в так называемом комиссионном магазине, мы никогда с вами не знаем, чья вещь нам досталась. И донашивать одежду даже за близкими людьми не следует все-таки, потому что для одного человека энергия вещички, которую до него долго носил другой, может оказаться деструктивной и повлечь за собой разрушение энергобаланса. Ну и как следствие в доме могут начаться ссоры и недопонимания. Также не стоит брать в дом туфли, особенно на каблуках, которые носила ваша даже самая любимая подруга. Шпилька на туфельке может отвести от вас любовь вашего партнера. Помните об этом. Далее антикварные вещи или предметы старины. Очень многие любят вот антикварные, старинные какие-то вещички, безделушки принести домой. Даже если вы коллекционер, то такие вещи должны стоять в доме в строго определенном месте. Желательно не в спальне и даже не в рабочем кабинете. Знаете, что роскошные старинные изделия могут навлечь на вас проблемы со здоровьем. Многие такие вещи добывались предыдущими хозяевами потом и слезами. Поэтому обладателю таких антикварных изысков в доме стоит просто наслаждаться их красотой в специально отведенном для этого нежилом помещении. Далее не приносите домой мусор в карманах или в кошельке. Фантики, чеки и прочий всевозможный мусор не сулят ничего хорошего. И последствия такого беспорядка – это путаница в делах и постоянные неудачи в жизни. Далее, старайтесь никогда не приносить юридические документы домой. Здесь особенно те документы, которые касаются каких-то споров, деления какого-то имущества, разбирательства, потому что
считается, что эти документы хранят в себе негативную энергию, которая связана с разделом имущества, например, при разводе или другими конфликтными аспектами. И, соответственно, они могут оказать негативное влияние на ваши мысли и на вашу жизнь. Недаром есть адвокаты, юристы, у которых должны быть именно эти дела. Далее, не несите домой подарки от неприятных людей. К сожалению, человек не всегда способен отличить друга от недруга, но все-таки иногда он способен почувствовать, что кто-то из его окружения недоброжелательно настроен по отношению к нему. Об этом говорит не только так называемое шестое чувство, но и поступки самого человека, в котором мы с вами можем сомневаться. Поэтому если кто-то из вашего окружения преподнес вам подарок, от него лучше избавиться. Считается, что даже брать в руки такие презенты необходимо с большой осторожностью, поскольку вместе с ними вы можете принять и тот негатив, который заложил в него человек, который хочет вам подарить тот или иной подарок. Далее, никогда не несите хвойные ветки. Это касается в основном практически всех хвойных веток. Они уместны лишь во время новогодних праздников, а в остальное время держать их в квартире или в доме не нужно, потому что вы можете призвать беду и несчастье в свою жизнь. Поэтому, если вы привыкли держать дома новогоднюю елку, пока она вся не осыпется, то настоятельно после этого рекомендуем избавиться от нее как можно быстрее. Далее, не приносите домой и старайтесь вообще отказаться, не держать в доме фигурки птиц, статуэтки животных за исключением ваших тотемных знаков, потому что именно такие вещи, предметы отпугивают удачу. Если вы собираете птиц, то знайте, что все будет уходить и улетучиваться от вас. Деньги утекать и сквозь пальцы, а вот свирепые животные могут отвести от вас удачу. Особенно если вы занимаетесь, например, бизнесом или разрушить ваше семейное счастье. Даже ваши тотемные знаки в виде мелких скульптур нельзя размещать в кабинете или особенно в обеденной зоне. Их место только у входа в дом. И лучше всего разместить их в коридоре или в крайнем случае в гостиной. Следующее, что не нужно приносить, это картины. Да, картины – это предмет интерьера, но ни в коем случае не приносите с изображением, например, одинокой девушки или же мужчины в свой дом, потому что это влияет на вашу самооценку. Вы можете начать сомневаться тогда в своей привлекательности, можете потерять интерес даже к противоположному полу и попросту замкнуться в себе. И одиночество станет для вас привычным явлением, и вскоре даже может появиться шанс навсегда забыть о создании союза из любящих сердец. Также такие картины несут разрушение уже имеющейся идиллии в семье. Далее, что не нужно приносить в свой дом, особенно если вы любите всевозможную посуду и приносите ее с барахолок. Вот именно посуду разбитую или с изъянами не нужно приносить в дом. Какая она бы ни была красивой и замечательной, это посуду. И вы знаете, в древности всю старую посуду или с изъянами, с осколками какими разбивали и закапывали в землю. Поэтому дома не держите ничего сломанного, если у вас что-то из дома сломано или с трещинами, и тем более с клеенными частями, потому что в таком случае от вас будет уходить здоровье, и в какой-то степени вы начнете чахнуть и увядать. И вот продукты питания, еда, которая подается в таких блюдах, не пойдет на пользу вашему организму. А разбитые вещи из стекла гасят в вашей жизни огонь и стремление к чему-либо. И вы, знаете, со временем можете стать абсолютно безинициативным и таким вот, знаете, аморфным человеком.
Друзья, вот основные вещи, предметы, которые нельзя приносить в дом, даже если вы это очень-очень любите. Пожалуйста, возьмите себе на заметку и примите эту информацию во внимание.